Тоня, доброе утро. Спасибо, что вышла. Так, ну давай тогда начнем по нашим вопросам. И первый вот такой вопрос. Где ты сейчас находишься, в каком штате? Хорошо. На самом деле я живу в Плимуте, Индиана, и это такой маленький городок, там 15 тысяч человек живет, и мне нравится этот город, там очень красиво, потому что деревья, дорожки, возможно, так выглядят все города в Америке, ухоженные. У нас дом, он выходит на реку, вот, у нас прямо из окна можно увидеть речку, а на другой стороне речки уже парк. И поэтому иногда можно из окна заметить, например, оленей. Они там просто пробегают. Птички, вот у нас кормушка прямо во дворе стоит, и мой хост папа покупает семена и подкармливает птичек, они потом прилетают, и очень мило наблюдать. Вот кушаешь завтрак, и у тебя такой прямо свой зоопарк. И как давно ты приехала жить в США? Я приехала в США 6 августа. В США я приехала 1 августа. 2. Простите, я уже не помню. В начале августа, да, в Далее, начале августа. Да, это вопрос связан с тем, ну, сколько уже ты времени, это получается больше, чем 4 месяца, да, ты уже здесь, и вот мы сейчас будем обсуждать, что с адаптацией происходит, как получается. А вот сейчас такой вопрос, почему ты в принципе решила приехать учиться в США? потому что как только я узнала, то, что у меня есть возможность поехать в США, учиться в американской школе, и это просто, это как цель в жизни. Я не знаю, я загорелась внутри, то, что, блин, как классно. Вот надо делать. Есть возможность в этом году полететь в США и отучиться год по обмену. Делаем. А какой был английский на этот момент? Я сомневалась. Ох, ну, наверное, не получится. Ну, наверное, все таки не доучила. Но когда я приехала сюда, и вот особенно мне помог, лагерь в Нью-Йорке, потому что я поняла, что все студенты по обмену, они примерно на одном уровне со мной. И то, что они поверили в себя, значит, я тоже поверю в себя. И значит, мы начали общаться. У меня все получается. Значит, все хорошо, значит, не надо паниковать. Мне хватило моего уровня английского, и сейчас он намного лучше, я считаю. Ну, оформление такое серьезное, долгое. Как ты с ним справлялась? И помогал ли кто-то тебе, или ты все делала сама? Мне помогала моя семья. Да, это, безусловно, они мне оказали большую поддержку, потому что это была моя одна из первых работ больших с важными документами. И главное уметь читать внимательно и заполнять то, что от тебя требуют. Ну, и теперь визовый процесс не такой уж простой организационно, да? Надо выезжать за границу, чтобы пройти собеседование. Как твой процесс прошел? Куда ты ездила, чтобы получить твою визу? Я получала свою визу в Казахстане, в Астане, и мы ездили в Казахстан на машине. Вот, это было целое путешествие. В Астану мы приехали за день до собеседования, поэтому у меня было время немного освоиться и еще побольше подготовиться. Подготавливалась я путем задавания себе вопросов различных, которые могут мне встретиться на собеседовании. Ни родителей, ни подруг. Ты идешь один. Конечно, было немного страшновато. Я сдала хорошо, но там был один момент. Мне говорят: вы не прошли собеседование, оно у вас отложено на перепроверку. Я испугалась, я думаю, ну все. Но мой координатор, мы сразу с моей мамой позвонили ей, сказали правду, то, что вот я не прошла собеседование, а как оказывается, я просто не заметила этот
маленькую галочку на страничке, то, что ваша заявка, она будет отправлена на перепросмотр. И после перепросмотра мне одобрили визу. И вот ты с Да. визой, и теперь тебе нужно самостоятельно, совершенно одной, совершить такое огромное путешествие через океан США. И как ты в этом себя чувствовала? Был ли опыт самостоятельных путешествий до этого? Нет, только на поезде. Я ездила очень много с моей командой на соревнования в России. Мы ездили на поездах, на самолетах, и вообще я путешествовала много со своей семьей. Поэтому это добавило мне опыта, то, что нужно всегда держать свою сумку рядом с собой, около себя. Документы знаю, где лежат, просто уже я была готова к этому. Но это было мое первое путешествие на самолете. Я волновалась. Мне было 14 лет на момент, когда я прилетела в США, и по правилам международных перелетов тебе должно быть 15 лет, чтобы самостоятельно лететь. Поэтому нам пришлось отдельно заплатить за услугу человека, который бы встретил меня в аэропорту. Поэтому все прошло еще лучше и еще безопаснее. Ну да, конечно, люди и так встречают, всегда встречают обязательно наших участников, но в твоем случае нужно было сообщить авиакомпании имя и все личные данные того человека, который ожидал тебя в аэропорту. Поэтому, да, немножко сложнее получилось, но да, все сложилось хорошо. И вот ты приехала, долетела, тебя встретили, ты с визой, и твоя программа началась с ориентационного семинара в Нью-Йорке вместе с другими детьми с разных-разных стран. Что там делали, как вас готовили, как было проживание в гостинице? Что ты там нового узнала? Нас забрали из аэропорта, меня и еще двух девочек. Одна девочка была из Японии, а другая девочка была, как я помню, из Германии. Нью-Йорк — это очень большой город, мне он понравился. Я бы хотела еще раз туда приехать. В самом ориентационном лагере у нас проводили семинары в кафетерии каждый день после завтрака. Нам рассказывали в игровом формате, какие трудности нас могут ждать, как мы можем подготовиться к встрече с нашей хост-семьей и как не тосковать по дому. Мы, например, составляли карты или делали такие плакаты самостоятельно, придумывали вопросы, что бы нам могло помочь справиться с чем-то. А потом мы делились своими догадками с другими студентами. Получилось с кем-то подружиться, познакомиться из других студентов? Там такая ситуация получилась, что была большая компания бразильцев. И вот они такие дружелюбные оказались, и они приняли меня в свою компанию, потому что я была единственная русская во всем лагере. Я подружилась со своими девочками из комнаты, но большую часть времени я, наверное, проводила с этими бразильцами. Ну, и вот эти знания, которые ты получила на семинаре, они тебе сейчас помогают? Ты к ним обращаешься? Да, я обращаюсь к ним. Мне помогло несколько правил в первые дни. То, что не сидеть в комнате, проводить время с семьей и постараться не думать о доме, не звонить. Да, звучит немного эгоистично по отношению к вашей родной семье, но это вам поможет. А Да. что вы видели в Нью-Йорке? Куда вас возили в Нью-Йорке? Первый день мы ездили на пароме, пароме около Статуи Свободы. Потом мы пошли погуляли по городу. Потом мы видели Бостонский мост. Бруклинский. Бруклинский, простите, пожалуйста. Ну, то есть Брук вот по Манхэттену, наверное, вы гуляли, да? По Манхэттену гуляли, по Таймс-скверу гуляли. Еще там была культурная программа, очень много экскурсий нам говорили. Еще мы были в Центральном парке. В общем, столько всего мы успели сделать за эти, казалось бы, 3 дня.
получается, ты уже к концу семинара была более опытным человеком, уже с опытом самостоятельных перелетов и лагеря самостоятельного. И дальше тебе предстоял еще один самостоятельный, но уже внутренний перелет. Как ты была уже более уверена на нем? Да, я была, мне кажется, более уверена, потому что все в пределах США. Просто из Нью-Йорка в другой штат. Это ощущалось более безопасно, да и я была подготовлена, как бы 3 перелета сама перелетела уже. Четвертый не напугает. И вот встреча долгожданная с принимающей семьей. Как вы встретились, как познакомились? Моя принимающая семья встретила меня с воздушными шариками и плакатом. Вот. Это было очень мило. На всем плакате с стразами розовыми было написано мое имя и шарики. Встретила меня мои хост-родители и мой хост-брат. Другой хост-брат остался дома с бабушкой и дедушкой. Мне повезло, и мой хост-папа, он очень любит историю США. Поэтому он буквально может говорить и говорить. Было очень интересно слушать истории о штате, в котором я буду жить. Сейчас мне кажется, то, что я уже почти полноценный член семьи. Не знаете, иногда вот кто бы как ни говорил, но за 4 месяца ты не войдешь в составы семьи. А сейчас я прямо ощущаю себя членом моей семьи. Мне кажется, мы очень хорошо сблизились. А тогда такой вопрос. Вот семья принимает студентов по обмену совершенно бесплатно, заботится, любит, возит, и так далее, и так далее. Все, что в семье люди делают друг для друга. И зачем это нужно им, если они совершенно не получают никакой компенсации материальной за это? Я спрашивала свою семью, потому что меня этот вопрос тоже интересовал, и они сказали то, что прочитали в моем письме для принимающей семьи и в моей заявке, то, что я люблю проводить время со своей бабушкой и дедушкой. Мы очень любим путешествовать вместе с ними, и им это понравилось во мне, потому что они живут вот дом мамы, моей хост-мамы, находится прямо рядом с нашим домом. Вот прям по соседству. И поэтому им было важно, чтобы их студент по обмену был готов проводить время и был рад проводить время в такой компании. Также они сказали то, что они бы хотели хороший пример для их сыновей, хорошую старшую сестру. Поэтому я тоже стараюсь быть старшей сестрой для них. Хорошим примером, да? Да. Ну, а расскажи, пожалуйста, про школу. Какие предметы, какие отличия от родной школы, что за учителя? Ам, Кстати, насчет американской школы я бы хотела знать больше, перед тем, как я приехала сюда. Потому что в первые месяцы дела у меня шли не очень хорошо, просто потому что я не знала, как работает эта система. Вот. Итак, американские школы, они учатся на планшетах или компьютерах. У них все уроки идут по 47 минут. Нельзя опаздывать ни в коем случае на уроки. Перемены длятся 5 минут. У тебя нет такого понятия, как класс. У тебя каждый урок будет проходить с другими студентами. В моем расписании была история США, математика, алгебра 2, театр, guidance office. Я разобралась и могу хорошо учиться. А интересно это учиться в американской школе? Интересно ли преподают предметы? Да, мне очень нравится история, как в Америке преподают историю. Конечно, на тестах я не очень хорошо иногда делаю, потому что подзабываю некоторые факты, но это уже моя вина. Ну ладно, мне очень нравится, как преподают историю, потому что учительница у нас, она прямо видно, что она любит свою работу и старается донести детям информацию.
Мгм. А что, про спорт, extracurricular activities, про клубы после основных классов, после основных уроков? Ходишь ли ты куда? Я стала чирлидершей в Америке. Вот. Честно, Поздравляю. мне кажется, это самая американская вещь, которая только может быть. Давалось тоже в первые месяцы трудно, но я справилась. Сейчас мне очень нравится чирлидинг. Начался баскетбольный сезон. Я поняла, в какие моменты что нужно делать, стала спокойнее, и мне это очень доставляет удовольствие. Также помимо чирлидинга я участвую в клубе переработки бумаги и также в клубе для всех студентов по обмену. У нас в школе помимо меня еще 3 других студента по обмену из Дании, Польши и Испании. Да, да. А что вообще с друзьями? Как удалось в школе найти друзей? Друзей было найти несложно. Я нашла свою лучшую подругу. Она выпускница. Ей 18 лет, ее зовут Джейзи. И она сказала то, что она бы очень хотела подружиться с как можно большим количеством людей, потому что это ее последний год в школе, и она бы хотела сделать его запоминающимся. Мы как бы нашли друг друга. Это наш последний год в американской школе, и мы хотим сделать его запоминающимся друг для друга. Уже прошло немало праздников с твоего приезда. Осень такая щедрая на праздники, и День Благодарения, уже и зима, и Крисмас был, и, и другие. Как они проходят? Что вы делаете в это время? У меня 31 августа был мой день рождения, и началась осень. 31 октября у нас Хэллоуин. Я очень ждала Хэллоуин. И это прямо я очень хотела побывать, но у нас я в школе взяла урок театр, и мы должны были присутствовать в театральной постановке в ночь Хэллоуина. Поэтому у меня было всего лишь 30 минут trick or treat перед тем, как я пошла на постановку в школе. Но после постановки мы пошли в Dairy Queen и покушали бургеров с компанией друзей. Город был украшен очень красиво. Да, мы ходили в Spirit, это самый, ну, очень хэллоуинский магазин. Я вдохновилась этой эстетикой Хэллоуина. Также на День Благодарения мы ездили с моей семьей в Лейк-хаус к сестре моей хостмамы, и туда приехали все ее родственники. Это было очень, очень милый и уютный праздник. Мне очень понравилось. Они ели вкусную еду и просто проводили время с семьей. Вопрос про путешествия. Как часто вы путешествуете? Далеко ли вы ездили в этот лейкхаус? В каких, может быть, еще штатах ты успела побывать или городах? Моя хост-семья достаточно много путешествовала, потому что в осеннюю перемену, fall break, мы ездили в Луизиану, Миссисипи к другому родственнику, и я посмотрела целых 3 новых штата: Алабаму, Луизиану и Миссисипи. Я посмотрела на Американский залив. Мы ездили туда на машине, поэтому это вся большая поездка из Индианы в Миссисипи. О, это было долго. До Мексиканского залива доехали в Алабаме. И что там, пляжи красивые в Алабаме? Пляжи были очень красивые, песок прямо такой беленький, и было очень тепло. Я даже получила солнечные ожоги. Ого, осенью, да? Окей, вы прям путешественники такие, И сейчас как раз ты находишься, Да, и сейчас нахожусь в Балтиморе. да, в Вирджинии. То есть вы продолжаете путешествовать и на этих каникулах тоже. Да, Где побывали на этих каникулах? мы ехали из Индианы через West Вирджиния. В Вирджинии мы остановились на 6 дней, что ли, с
крестной моего хостбрата. Она просто, она очень милая женщина. Она так нас приняла домой хорошо, провела с нами Крисмас. Мгм. И также они религиозные. И поэтому они пригласили меня в церковь сходить с ними на рождение Христа. Я согласилась, и это было вау. Это было очень классно, что я смогла побывать на таком событии. А то есть каждое воскресенье они в церковь не ходят, да? Они ходят, но не мои родители. Ну да, рождественские службы здесь, конечно, великолепные просто. Очень красиво было. Мгм, мгм. Ну, у тебя столько всего, и куча клубов, и спорт, и школы, и уроки, и путешествия с семьей. Есть ли вообще у тебя свободное время, и чем ты занимаешься в это время? Свободное время, конечно, есть. Я люблю читать. Я нашла для себя книгу в Америке, которую я хотела прочитать в России еще. И вот я ее сейчас читаю в свое свободное время. Также, ну, как и любой подросток, я люблю просто позалипать, знаете, фильмы посмотреть вместе с семьей. Я люблю комедии, и мы посмотрели очень много классных комедий. Какая самая любимая? Мне понравилась Christmas Vacation, М. Family Vacation. Вот это был хороший, смешной фильм. Ну и вот, проживая такой прекрасный опыт, приходят ли тебе мысли продолжать учебу в США и в следующем году тоже? Если честно, я бы хотела. Я думала насчет колледжа в США, потому что хотелось бы опять вернуться сюда. Есть возможности даже начинать учиться в колледже еще без аттестата о среднем образовании. Правда? Да. Вообще единственное требование там, ну, понятно, проходить свои классы вот по расписанию, да, чтобы, ну, присутствовало образование. И возраст 17 лет. Но этот путь, он очень популярный, потому что детки поступают в комьюнити-колледж, неважно, сколько классов они закончили в школе. Они проходят 2 года комьюнити-колледжа, и им остается только 2 года до окончания высшего образования, получения степени бакалавриата. А после 2 лет комьюнити-колледжа у них уже associate degree. Это уже вот эта корочка, вот эта безопасность, о чем ты говоришь. Мгм. Вот оно, да. И 17 лет. Но так как это очень популярно, в этом году даже сделали исключение у нас для 16-летней девочки. Она приедет туда в 16 лет, ее берут. А какой бы совет ты дала тем, кто вот сейчас оформляется или еще думает о своей поездке? Что бы ты могла им сказать? Я бы хотела сказать то, что не бойтесь, все получится у вас. А также еще один такой более незначительный совет — это то, что не надо брать кучу хлама в США. Я взяла, например, осеннюю гирлянду с тыквами. Я не знаю зачем, но мне кажется, это занимает лишнее место в моем чемодане. Поэтому вы можете купить абсолютно все, что угодно в США. Такой прекрасный практический совет, Айтемов. Тоня. Замечательно. Спасибо Да. тебе огромное. Хорошо. Спасибо. Да, и родителям привет. Пока-пока.